Мы путешествуем на машине по Кавказу. Стартовав из Москвы, по пути посетили Тамбов, Волгоград, Элисту и прибыли в Кисловодск, приятно удививший нас своей архитектурой и отличным парком. В Кавминводах также посетили романтический Пятигорск. Еще съездили в урочище Джилысу по красивейшей высокогорной дороге и к великому и суровому Эльбрусу, где поднялись до уровня вечных ледников. Проехав через перевал Гумбаши, прибыли в Домбай, где побывали в ущелье Алибек и потеряли голову от красоты местных гор. А вот что будет в этой серии? Мне страшно. Почему-то здесь начал сильно кашлять. Я человек, боящийся высоты. В общем, мы отправляем Аню в космос. Ну давай. Удачи. В итоге лучшее кафе оказалось здесь. Вот все озеро перед вами. Все на Домбай. До 5 отсюда должны свалить туристы. Это наш Кавказ. Нам предстоит очередной подъем. Горы, вы прекрасны! Ну что, с добрым утром? С добрым утром! Отличная погода, ярчайшее солнце, просто слепящее, можно даже сказать. Жара. И у нас 13-й день нашего сумасшедшего путешествия. Мы по-прежнему находимся в Домбае. Сегодня 3-й день и заключительный. И у нас грандиозные планы. Как всегда, по времени мы уже сдвигаемся достаточно сильно. В 9 часов мы должны были отправиться на нашу первую точку. Точнее, уже должны были начать подъем на канатной дороге. На самый верх, туда, к Домбай-Ульгену. Это высочайшая вершина этих гор, 4000 с небольшим метров. Хотел обратить внимание, что здесь почему-то очень много пыли. Прям какая-то грязь, и машина вот пока здесь просто стоит, покрывается вот, очень много пыли. Я не знаю, откуда это все берется, но не очень приятно. Сколько мы ездили по европейским горным маршрутам, машина всегда оставалась чистой. Практически как я мыл машину перед отъездом, почти в таком же состоянии мы обычно возвращались и домой. Здесь же, ну, в общем, не будем тянуть, отправляемся, канатная дорога нас ждет. Поехали! В этой серии мы с вами посетим сразу 4 локации в Домбае и его окрестностях. Очень красивые и максимально доступные. Начинаем с канатной дороги, нижняя станция которой находится около заброшенной гостиницы Аманаус. Ну что, народу уже много, 10 утра. Надо приезжать пораньше. Аня хочет, чтобы я поехал на самый верх. Что здесь интересно, то что кабинки только лишь на первой очереди, вторая, третья очередь кресельные. А я на кресельной кабинке, этой канатке последний раз вообще не знаю, когда ездил. Очень давно. И мне страшно. Здрасте. А скажите, вот наверх то, что 1150, это с возвратом? Да. Ребенок до 3 лет бесплатно, правильно? Спасибо. Заветный билетик. Подъем 1, 2, 3. Кабинки, как всегда, исцарапаны. Молодцы. Респект вам. За нами стояли люди, но они пошли в другую кабинку. Не знаю, насколько уж они хотели сделать нам хорошо. Я думаю, прежде всего себе хорошо. Но это нормально. Кабинок хватит на всех. Не нужно толпиться. Люди, свободу попугаем. Ну что, Полина, поехали? Как? Все, смотри, дверь уже закрывается. Да. Тогда поехали? Да. Прокатиться на канатной дороге – самое очевидное, что можно сделать в Домбае. Это позволит и подняться на приличную высоту выше 3000 метров, и насладиться потрясающими панорамами как на поселок и Домбайскую поляну, которые оказываются перед вами как на ладони, так и на окружающие горы, включая высочайшую вершину региона Домбай-Ульген.
А если еще со мной никто в Кресельном не захочет ехать? Вот представляешь, на такой высоте Ну, ехать? это классно, наоборот, хорошо, что с тобой никто не захочет. Это с одной стороны да, а с другой стороны страшно же. А что, может тебя кто-то поймает, если что? Мне даже некому будет в что-то плечо уткнуться и поплакать, сказать: «А, я боюсь высоты!» Ну, можешь в камеру, у тебя будет верный друг. Вот ребенок у тебя ничего не боится. Молодец, ребенок. Лайкос тебе. Лайкос. Домбай – это прежде всего горнолыжный курорт, поэтому уже с 1970-х годов здесь начали активно сооружать канатные дороги. Их здесь целая сеть из 9 участков, почти все кресельные. Кабинки есть только на Старой Маятниковой и идущей параллельно ей Новой Гондольной, на которой мы и поднимаемся. Расположены все канатки на склонах горы Муса-Ачтара. Насколько я понимаю, эти склоны более всего подходят для катания и удобны для сооружения транспортной инфраструктуры. В нижней части склона обильная лесистая растительность, но уже чуть выше 2000 метров деревья стремительно исчезают. И Новая Гондольная, и Старая Маятниковая канатки поднимают на так называемую станцию Домбай-Узловая на высоту около 2270 метров над уровнем моря. Выше следуют только кресельные подъемники. Первым делом после выхода на станции нам в глаза бросаются большие качели, установленные на краю горы. Желающих пощекотать нервишки уже было довольно много, поэтому мы даже не стали пытаться. А мне сейчас моя дорогая супруга говорит: что ты за блогер, езжай на открытой кресельной кабинке, как бы страшно тебе ни было. Да? Да, конечно. Почему-то здесь начал сильно кашлять. Ну, а вы остаетесь здесь, мы с Полиной боимся ехать на такой кабинке. Ой, на такой этой. А может, надо было поехать? Да нет, это страшновато, потому что реально, если она начнет истерить, не дай бог. Ну зачем? То есть, если бы она была спокойным ребенком, я бы поехала. Но поскольку она у нас истерик натуральный, то я лучше приду. А мы тебе сейчас рукой помашем. Ладно, ну все. Подожди. Ну, в общем, пока мы все, я еду на кресельную, у меня уже все страшно, все трясется от страха. Пожелай мне удачи. Удачи тебе! Все, я поехал. Привет! Привет! Мне уже страшно. Красиво, конечно, невообразимо. И страшно тоже невообразимо. Вон там мои где-то далеко внизу. А это старая канатная дорога. Ну что, в принципе, на самом деле не так уж все и страшно. По крайней мере, пока что. Я человек, боящийся высоты. Я еще и еду один. Понимаете? Фух. Вот так вот я и еду. Назад пока практически никого, да и наверх, собственно, тоже. Ну, в общем-то, по правде говоря, страха я даже не успел почувствовать. Канатка движется относительно невысоко, хотя падать отсюда наверняка будет не очень приятно. В общем, не стоит думать о всякой ерунде, лучше полюбоваться на то, что вокруг. А вокруг красота, просторы, высоченные вершины и ледники, коих в Домбае великое множество. Вот, например, огромный ледник Северный Джугутур-Лючат. Извините, если неправильно ставлю ударение. Переводится как «пастбище туров».
Как видно, площадь ледника за последнее время сильно уменьшилась, как и у Алибекского, на который мы любовались в прошлой серии ущелья Алибек. Последнее видно на этих кадрах, если смотреть прямо вдаль от поселка. Налево уходит ущелье Аманаус, а мы движемся вдоль ущелья Дамбай-Ульген. Ну, в общем-то, на самом деле совсем не страшно и даже по кайфу. Мне кажется, надо будет Аню сюда отправить, чтобы она здесь прокатилась. Это реально очень, очень здорово, очень красиво. И абсолютно шикарнейшая погода. Все 3 дня. Нам очень повезло. Вот этот кашель какой-то появляется. Именно на высоте. Подъем по второй очереди занял порядка 12 минут, что как-то не вяжется с заявленными на сайте канатки 7,5 минутами. Зато есть время все внимательно рассмотреть. Верхняя станция второй очереди ничем не примечательна. Кафе, сувениры, фото на память. В том числе за каких-то 200 рублей можно сделать снимок с яком. Кстати, помимо этого, несчастных яков в этих местах отправляют и на шашлык. В кафешках поселка мы постоянно встречали в меню шашлык из мяса яка. Ну, а я прохожу станцию без задержки и максимально оперативно пересаживаюсь на последнюю, 3-ю очередь. Как видите, здесь у нас сначала спускается вниз. И только лишь вот сейчас, после вот этой нижней точки, начнется подъем. Здесь можно спускаться. Суммарный подъем от 2-й до 3-й очереди всего лишь 160 метров. Ну и на таком солнце, хочу сказать, я вот тут оделся, у меня флисовка, куртка, футболка. Ну, мне не жарко, но очень тепло, то есть вполне можно и даже в одной футболке, мне кажется, подниматься. Несмотря на то, что по расстоянию 3-я очередь самая короткая, всего каких-то 660 метров, а перепад высот 160 метров, но движение по ней такое же длительное по времени, как и по второй очереди, около 12 минут. Ну что ж, есть время подумать о вечном и в очередной раз насладиться шикарными панорамами домбайских вершин Беллакая, Зуб-Сафруджу, Пик-Ине и других, а также ледников, которые раскинулись перед моим и вашим изумленным взором во всю ширь. Издалека все это выглядит просто красивым пейзажем, но вы посмотрите, какой огромный и мощный ледник северный Джигутур-Лючат, если посмотреть на него с многократным увеличением. И насколько ничтожны фигурки людей на его фоне, хотя люди эти в десятки раз ближе к нам, чем ледник. Ну вот, доехал до верха. Сейчас буду спрыгивать. Поднимаем рамку. Уходим. На верхней станции никакой инфраструктуры нет, от слова совсем. Но и тут нам предлагают сфотографироваться, и даже просто за надпись «Я люблю Домбай» хотят 100 рублей. Получается, чем выше, тем дешевле. Ну, а я первым делом иду полюбоваться на то, что видно с северной стороны хребта. Здесь крутой обрыв. Там долина, ущелье. Это, я так понимаю, там течет река Теберда. То есть мы откуда-то оттуда и приехали. Поселок Домбай, соответственно, вот туда. С этого ракурса прекрасно видна лента реки Теберда с ее бирюзовыми водами. Вдоль Теберды проходит и дорога, ведущая из Карачаевска на Домбай. Ну, а это ущелье Ганачхир. Пока что полюбуйтесь на него с высоты, вскоре мы познакомимся с ним поближе. Прекрасно видно и нижнюю станцию 3-й очереди, и очередного яка гонят на работу. Этот зверь будет трудиться ради фоточек туристов на самой верхней станции. Да, ребят, очень красиво. Горы просто бомбические. Конечно, не так здесь высоко, как Эльбрус.
прям видно, что мы здесь имеем более ограниченную высоту. Ледников не так много. Здесь на 300 с чем-то нету снега. Но это не отменяет всей этой бомбической красоты. Все на Домбай. Сейчас еще пара видов и буду спускаться. Время летит быстро. У нас еще планов громадье. Подъемчик даже без рюкзака сразу же ощущается. И в этот момент я вдруг понимаю, что вон та далекая белая вершина на северо-западе, это, угадайте. Да, он самый, Эльбрус, за чьими вершинами безуспешно охотились несколько дней. Если честно, я даже не знал, что отсюда его можно будет увидеть, и заметил практически случайно. Но ошибиться было невозможно. Весь белый, двуглавый, выше всех остальных вершин. Что же это может быть еще, как не Эльбрус? По прямой до высочайшей вершины Кавказа отсюда около 60 километров, а видим мы его западную сторону. Оба пика отлично видны и отчетливо различимы. В общем, Эльбрус нам в итоге открылся, и, счастью моему, нет предела. Ну и напоследок я прошел в сторону Домбай-Ульгена и еще раз полюбовался на Домбайскую поляну и окружающие горы. Этот небольшой ледник называется Птыш, и по соседству мы можем наблюдать наконец-то в непосредственной близости самую высокую гору Домбая – Домбай-Ульген. Переводится как «убитый» или «раненый зубр». Включив воображение, вполне можно себе такую картину нарисовать. Да, и еще со склонов Муса-Чтара отлично виден водопад Джгутур-Лючат, вытекающий из уже знакомого нам одноименного ледника. Выглядит он внушительно, но по меркам водопадов не такой уж и крупный. Высота падения воды составляет всего порядка 20 метров. Ну вот все. На фоне этой красоты и дрона я завершаю свое пребывание на вершине. Спускаюсь вниз. Пусть еще Аня съездит, покатается, поснимает. И очень жаль, что сломался Федя. Мы бы сейчас тут тоже полетали бы. А я вниз. Людей уже очень много. Все абсолютно заполнены. Пустых уже вообще нету. Слушайте, я хочу сказать, что обратно, когда спускаешься, вот я не успел, к сожалению, этого снять, с Домбая 3, и как только начинается спуск, это прям реально такой адреналинчик, потому что отсюда высота выглядит гораздо больше, чем если смотреть вперед. Эта канатка, кстати, гораздо быстрее движется, чем последняя очередь. Прямо ощутимо. Это у тебя? Папа! Ни хрена себе! А че лицо-то такое кривое? Вот это да! И как это сделать? И как это сделать? А то есть они всех так делают, да? Да. То есть ты сейчас поедешь и независимо от меня они это сделают, потом просто можно купить, да? Я здесь как старый дед, как старый пердун какой-то. Оля, знаешь, как носилась этим магнитом? Она ходила и всем показывала: папа, папа, папа. Папа! Папа вернулся! Вообще вот так. В общем, мы отправляем Аню в космос с заданием снять все то, что не снял я. Так что я нагружаю ее всеми камерами. Нет,
Да я шучу. Для ускорения процесса только твой телефон Да. и Sony. Да ладно, шучу. Снимай только на свой телефон. Ну ладно. И дай бог, чтобы себе тоже был виден Эльбрус, за которым мы так долго гонялись. И в последний наш горный день мы его все-таки увидели. Ну, я, по крайней мере. Удачи. Держи Полину. Подожди, а что ты мне так? Ну давай. Удачи. Маши маме ручкой. Вот мама поехала. Мама уехала. А мы с Полей в ожидании развлекаемся. Поля выложила скульптурную композицию. Но эти два камня уже были, а вот все те, это аккуратненько выложила Полина. Ожидание мамы затянулось на 1,5 часа. Добавьте еще около 20-30 минут на подъем и спуск на первой очереди, и выходит, что на посещение хребта Муса-Чтара с беглым осмотром нужно закладывать не менее 2 часов. А если еще поесть кафе и погулять по окрестным тропам, то и того больше. Полина, я вижу маму. Видишь, там мама уже машет, помаши маме рукой. Что, у тебя хорошего получилось? О, да. Это я, это мама. Ну вот, мы скатались, Аня тоже съездила. Как впечатление? Фантастика, очень красивый город, очень. Там прям захватывает дух. Ну, только опять все тоже, о чем мы уже говорили раньше. Очень шумно, очень вот так вот. Где-то невозможно остановиться, что тихонечко. Ну, в общем, да, очень много людей. Приезжайте пораньше. Я еще успел прокатиться один на всех. Хотя меня там тоже как пропускали. Ну, как, то есть люди хотели тоже ехать одни. Ане вот не повезло. Ни разу. Ни разу. И мы решили сразу же перекусить, в принципе, время обеда. Вчера мы долго мучились с поиском кафе в самом Домбае. В итоге лучшее кафе оказалось здесь, это получается Домбай 2, а кафе называется Хэчинное. Другие там закрыты, более крупные, а вот такая маленькая домашняя работает. Вот как должен выглядеть настоящий хэчин. Это с мясом, да? Как ты сказала? Они какие должны быть? Сухие, они жарятся на сухой сковороде. А это у нас с картошкой с мясом. Ты уже оба попробовал? Какое вкуснее? У меня за мяско всегда. Ну, вообще вкусно? Потому что я еще не пробовал. Я взял себе харчо, мы взяли себе горный чай из трав, ну и Полине вот картошку фри. Смотрите, какой вид из окна. О, ничего себе. Горы, вы прекрасны! Посмотрите, ребенок кайфушечки ловит. Вау! Класс, Полин, класс. Ой. Самое смешное. Что там? Красиво! Красиво. Чё-то увидела. Ой, как мне хорошо с вами. Так была там одинокая такая. Да. Пока, горы, пока. Пока, Яке. Ну а мы отправляемся к следующей точке сегодняшней экскурсионной программы, к озеру Туманлы-Кёль. Находится оно в Ганачхирском ущелье, до поворота в которое с основной трассы всего 7 километров от поселка. Совсем недавно мы с вами любовались на него с хребта Муса-Чтара. На въезде в ущелье взимают очередной экосбор в 200 рублей за посещение Тибертинского заповедника. Так же, как это было и на въезде в ущелье Алибек в прошлом ролике.
Кстати, проезд разрешен только с 9 утра до 17 вечера. Далее до озера нужно проехать еще 12 километров по очень приличной дороге. В самом начале нужно преодолеть крохотный серпантин, и дальше путь почти все время пролегает по лесу. Дорога эта называется Военно-Сухумской. Построили ее еще в конце 19-го, начале 20 веков, и через Клухорский перевал по ней можно попасть в Абхазию. Правда, для автомобильного движения перевал почти никогда не использовался, но туристы через него ходили. Сейчас там жизни нет, граница, все закрыто, остатки дороги обваливаются и заваливаются. Хотя в сети есть минимум одна история простого туриста, который смог пробить нужные пропуски и разрешения и частично по ней прокатился. А мы наконец-то вырываемся на оперативный простор и в очередной раз обалдеваем от раскрывшихся перед нами пейзажей. Ну и сразу становится понятно, что место это очень туристическое, но и очень доступное. Ведь это чуть ли не единственное из озер региона, к которому можно подъехать на простой легковушке. И посмотрите, какая красота во главе с вершиной Чотча. Ну вот, дорогие друзья, мы доехали до озера Туманликёль. Это я как-то сказал по-английски. Туманликёль. А надо говорить так. Туманликёль. Туманликёль. Тоже лучше. О. Годы тренировок. Жемчужина. Жемчужина этой дороги. Кстати, обратили внимание, что озер здесь не очень много, да? Вот рек прям... Ну, на самом деле нет в прямой доступности, в легкой доступности озер, а так вообще озер, конечно же, здесь тоже хватает. А это озеро прямо у дороги Военно-Сухумской, старой Военно-Сухумской дороги. Именно по этой дороге, по которой мы только что ехали, можно попасть в Абхазию. И через километр начнется приграничная зона, в которой уже проезда нет. Но мы все равно туда доедем и полюбуемся видами. А теперь давайте посмотрим на само озеро, насладимся им. Полинка с большим интересом. Вот такое озерцо. Совсем небольшое. Что-то типа пруда. Да. Это мне напомнило, знаешь что, когда мы шли в горах, там какое-то озеро, типа лужа какая-то. В Доломитах. Да. Прям такое озеро. Ну что? Это кажется холодным, но на самом деле, мне кажется, нормально. Но она может неплохо прогреваться. Ну и мы отправляемся в небольшую прогулку вокруг озера, насколько его можно будет обойти. Как вы видите, что это вам напоминает? Лично мне это напоминает московские вот набережные с оборудованными местами для мангалов. То есть сюда люди приезжают на пикники, купаться. Разница с Москвой-рекой только в том, что здесь можно купаться. Я не знаю, куда мы там пройдем, там какие-то густые заросли. Вот ущелье называется по названию реки Ганачхир. Здесь какая-то заводь, типа ручеек. Вот все озеро перед вами. Практически от края до края. Да. Аттракцион за 400 рублей. Я в шоке. Нет, ну я же тебе говорил, здесь важно тоже, опять же, дорога. Ну дорога красивая, да. Виды. Виды тоже. Рыбу ловить нельзя. Возраст озера, как и почти всех озер на Домбае, около 1-2 тысяч лет. Происхождение ледниковое. Это все, что осталось от некогда большого древнего моренного озера, заполнявшего всю долину. Максимальная глубина 23 метра, что немало. Когда-то здесь пытались разводить форель, поэтому в народе его называют форелевым. Эта рыба водится здесь до сих пор, но ловить ее, конечно же, нельзя. Название озера переводится как «туманное», так как оно нередко покрывается туманной дымкой.
Очень хочется как-нибудь приехать сюда ранним осенним утром и увидеть это собственными глазами. И безо всей этой веселой барбекю-тусовки. Куча мала. Заповедные места. Интересно, когда был карантин, местные жители его соблюдали, это же нереально просто. Я думаю, нет. Вот, да. Если завтра на погоду посмотрим, да? А никто у них и не проверит, и ничего. Ну, максимум в какой-нибудь магазин, где-нибудь их там пару раз попросили маски надеть. А гребли и больше не просили. Малыш гуляет, да. И вот мы задались вопросом. Эта дорога открыта только до 5 часов. В 5 часов вечера шлагбаум закрывается. И мы... Я поняла, я все поняла. До 5 отсюда должны свалить туристы. Опять тут такой отжиг начнется у местных, что просто Точно. горы затрясутся. Наверняка. Проход, проезд запрещен. И такая тиберда здесь всегда. Я поняла. Можно нарушить? Тун, 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 тудун, тудун, ту-д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 у, ту-ду-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Полине понравилось. Полина, мы с тобой нарушители. Вот мама у нас трусишка. А так сейчас красиво краски постоянно падают. То так, то эдак. От озера можно проехать еще около 1,5 километров до шлагбаума перед пограничной зоной. Находится погранпост у красивой и бурной горной реки Кичи-Муруджу, которой можно здесь же немного полюбоваться. А сейчас, друзья, мы приехали к государственной границе. Ну, точнее, это пограничная зона. Видно там знак «Стоп». Вход только по пропускам. Мы, в принципе, какой-то пропуск оформляли. Возможно, он не действует. Не могу точно сказать. А сзади меня водопадик. Ну, вот так вот просто прокатиться, посмотреть на красивую дорогу, доступную. Конечно, это попсовые, популярные места, но красоты-то никто не отменял. Красота здесь по-прежнему, кругом. И эпическая, обалденная, драматическая. И вот как-то незаметно пролетело время, и уже 16:46, а нам еще нужно до туда доехать. То есть у нас все прямо, можно сказать, впритык. Эти вот лыжероллеры, они меня просто вымораживают. Они занимают всю дорогу. Это вот мы должны руками махать, а не тетка, как она всем машинам, типа... Вот именно. Это наша дорога. Это наш Кавказ. И посмотрите, значит, на озере продолжают тусить люди в немалом количестве. Я не очень понимаю. То есть они тут ночевать собираются, что ли? В общем, я чувствую, эти 5 часов, они такие относительно условные. Хотя, смотри, машин стало гораздо меньше. Но некоторые еще сидят, они как будто бы не, они как будто не знают. И наши друзья, вот, жители дома, в котором мы живем, они сюда приехали вместе с нами, ну так уж получилось. Они вообще никуда не собираются, они приехали, они только-только все начинают. А вот мы, когда пропорядочные граждане, должны выехать до 5, и у нас 13 минут на 12 километров. Оставайтесь на канале, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы узнать, удалось ли нам выехать вовремя.
из этой приграничной зоны. А сейчас в информационных целях я приехал на точку, откуда стартует трек на Бадукские озера. Это вот парковка. И где-то за час, даже меньше, чем за час до закрытия маршрута, а он закрывается в 18:00, парковка до сих пор очень сильно заполнена автомобилями. То есть это позволяет судить о том, какой длинный трек, то есть это реально на весь день. И какой он гиперпопулярный. Сколько здесь огромное количество людей. Огромное. Даже сейчас было видно по мосту, переходили прям такие группы. Ну, а мы сюда, помимо всего прочего, приехали полюбоваться рекой и пройти по этому подвесному мостику. Больше никаких целей у нас здесь нету. Я напомню, что мы собирались идти на Бадукские озера, но после похода на Алибег 3 километра, а здесь получается 8 километров, я понял, что мне это, наверное, в этот раз не нужно. И тем более, говорят, не такая уж там сногсшибательная красота, а подавляющая часть пути проходит по лесу. То есть нет открытых пространств, вершин, каких-то там сумасшедших красивых гор. Так что решайте сами, думайте сами. Трек на Бадукские озера однозначно самый доступный и популярный из однодневных маршрутов на Домбае. Подъезд прямо к точке старта, неплохо обустроенная и размеченная тропа. Отлично подходит для спонтанного туризма из разряда «решили за 5 минут и пошли». Правда, он отнюдь не так прост, как может показаться. Общая длина пути туда-обратно 9 километров. До самого дальнего третьего озера нужно идти практически постоянно вверх, поднимаясь в итоге более чем на 600 метров, а потом столько же спускаясь. Проход на трек стоит чуть дороже, чем обычно, 300 рублей. Пропуск в погранзону не требуется. И нужно знать, что на тропу в сторону озер можно пройти только до 13 часов дня. Потом вас уже не пустят, так как велика вероятность, что вы не успеете вернуться до времени закрытия кордона. Вот здесь находится КПП. А раньше до 6 было, да? Сейчас тоже до 6. А, написано до 5. По-другому не понимаю. А, понятно, чтобы, короче, в 7 все вышли, нужно написать в 5, да? Это как мы планируем выезжать, да? Да. 8-10. Вот сейчас пока светло. Но лучше ничего в это время быть не Да. Группы возвращаются. Спасибо, все очень понравилось. Разметка нанесена хорошо, краска явно свежая. И вот приблизительно как выглядит начало тропы. А люди все идут, просто нескончаемым потоком. Так, в принципе, комфортно. Такое мягкое покрытие. Но это первые метры пути и налегке. Я думаю, через какое-то время эти корни просто уже ненавидишь. Ёж пыхтит и морщится. Что я вам, уборщица? Лес никак не подмету. Соблюдайте чистоту. Там мостик. И очередной проход запрещен. Зона покоя. А наш маршрут к Бадукским озерам уходит вот туда. Ну, это, в общем, показал вам так начало для общей информации. Будем возвращаться. Там очень опасно и страшно. Прям крепко держи ее.
сказать, что стоять хуже, чем идти. Пока Бадукские озера. А где-то прямо на трассе Теберда-Домбай есть остановочка с красивым водопадом. Это река Улу-Мурджу, или, ну, сейчас мы точно посмотрим, как она называется. Здесь место стоянка для отдыха. Правда, с этой стороны знак есть, но где вставать машинам непонятно, поэтому все машины встают, вот как и мы, просто вдоль обочины. Причем по правилам дорожного движения остановки здесь быть не может. А река называется Улу-Мурджу. Вот так вот правильно. Вот наши молодые путешественники уже грызут печенье. Им нужны силы. Нам предстоит очередной подъем куда-то. Ну, на самом деле подниматься сильно не будем. То есть мы просто чуть-чуть здесь полазим. И на этом будем потихоньку нашу горную программу в Домбае и вообще в этом путешествии завершать. К сожалению, традиционно никакой информации на маршруте, о маршруте нету. Просто название реки и все. Куда ведет эта тропа, куда здесь можно подняться, куда можно прийти, ничего. У меня сейчас уже просто каша в голове, но, по-моему, я читал, что если идти вдоль этой реки, там можно куда-то прийти, то есть можно достаточно далеко подняться. По какой стороне идти, тоже не совсем ясно. Вот, тропа представляет собой широкие проспекты в хвойном лесу с острыми бревнами. В общем, это называется урочище Муруджу. Тропа на самом деле идет не... Она потом сходится с рекой, но гораздо выше. А начинается она дальше по трассе в сторону Теберды. И там какая-то 10-километровая тропа, которая ведет к водопаду и какому-то маленькому озеру. Это я сейчас на Maps.me посмотрел. Вот, то есть, ну а здесь можно просто немножко прогуляться. Вот красивый хвойный лес, пихтовый, наверное. Такие вот заваленные деревья. Огромные валуны. Да, действительно, вдоль этой красивой реки проходит маршрут к самым крупным в Тебердинском заповеднике Муруджинским озерам, Черному и Голубому. Но он совсем не прост. Расстояние 17 километров в одну сторону, а перепад высоты около 1500 метров. Даже опытные туристы закладывают на этот трек 3 дня.
Вот такая красота. Домбай нам однозначно очень понравился. Это топчик поездки. Рекомендую. Конечно же, очень многолюдно. Это накладывает свои особенности на сервис предоставляемый. Но природа же не виновата в том, что так много людей хотят его посмотреть. Если выбирать правильное время, правильные маршруты, то, я думаю, возможно насладиться природой Домбая вообще на 100%. У нас было всего лишь 3 полных дня, из которых мы лишь 2 по-настоящему смотрели природу. Но и то это нам позволило уже составить хорошее впечатление. Но на этом, в принципе, активная горная программа поездки заканчивается. Но сама поездка еще не заканчивается. Еще много интересного впереди. Продолжайте оставаться с нами. А сейчас мы возвращаемся в поселок Домбай. На этом очередная серия о нашем путешествии подходит к концу, и вместе с ней, как это ни печально, завершается его горная часть. Домбай однозначно занял свое место в наших сердцах. Надеемся, что вам он тоже понравился, и мы, как всегда, ждем от вас поддержки наших трудов в виде комментариев, лайков, репостов и донатов, оформить которые можно по ссылкам в описании. Но в следующие дни мы будем потихоньку возвращаться на равнину, хотя формально все еще будем оставаться на Кавказе. Да, собственно, что скрывать, мы едем на море. Это будет более расслабленный, но оттого не менее интересный и насыщенный событиями отдых. Подписывайтесь, чтобы следить за нашими приключениями дальше, ведь все самое интересное впереди. А пока что все. Всем счастливо и до новых встреч!